Саша, Маринка звонила. Родила Катя. Мальчик, 3200, 54 сантиметра. Отлично. Спрашивает, будешь ли ты крестным? Твоя очередь. Конечно, не вопрос. Татьяна поговорила с мужем и, сбросив вызов, присела на диван в гостиной. Эйфория от хорошей новости постепенно спадала, и в голову полезли мысли о себе, своей семье, своих проблемах. С Сашей они прожили вместе почти 25 лет. Еще немного и будут отмечать серебряную свадьбу. Иногда муж шутил, что у них все не как у людей. Познакомились они во время пожара. В тот день Таня вернулась с работы в квартиру бабушки, где жила с тех пор, как последний из братьев-сестер переехала в город учиться. Открыв дверь, почувствовала, что тянет паленым. «Ба, ты где?» В ответ тишина. Таня кинулась в комнату, где на диване мирно спала бабушка. Разбудив Ольгу Николаевну, она вывела ту на лестничную клетку и вернулась в квартиру. Из кухни уже валил дым, пахло теперь не паленым, а чем-то горелым. «Барсик, где ты? Машка!» Кот и кошка, живущие у бабушки, попрятались так, что даже в маленькой квартирке, где развернуться-то было негде, Таня их найти сразу не смогла. Откашливаясь, она догадалась залезть в маленькую кладовку возле входной двери и увидела 4 перепуганных глаза на верхней полке. «Идите сюда, горемыки!» Схватив котов за шкирки, она шагнула к выходу и столкнулась в дверях к пожарным, которому поручили проверить, есть ли кто-то в квартире. Таня охнула, когда ее приподняли над полом и поставили на ноги уже на лестничной клетке. «Девушка, вы в порядке?» Встрепанная Татьяна, прижимающая к себе орущих и вырывающихся котов, только молча кивнула. Саша потом говорил жене, что именно в этот момент она его и покорила. «Представляешь, я в квартиру, где никого уже быть не должно, а оттуда эдакая кикимора, да еще под аккомпанемент кошачьего воя. Ну как тут не влюбиться?» — хохотал муж. Как потом выяснилось, бабушка поставила готовить жаркое и забыла. Таня замечала, что с памятью у Ольги Николаевны последнее время не совсем ладно, но та это отрицала, и провалы были редкими. Кто не забывал, какое сегодня число? Теперь же Таня поняла, что все серьезнее, чем казалось. Уговорив бабушку, что нужно пройти обследование, она задумалась, как сделать ремонт в пострадавшей кухне. В общем и целом обошлось. Квартира сильно не пострадала. А тем же вечером в дверь раздался звонок. «Здравствуйте, я Александр. Вы меня помните?» И уже через месяц, сделав косметический ремонт на бабушкиной кухне вместе, Саша и Таня решили пожениться. «Теперь-то точно можно», — хохотал Саша. «Раз ремонт осилили, уживемся». После свадьбы они перебрались в двухкомнатную квартиру Саши, забрав с собой Ольгу Николаевну. Таня была из большой и очень дружной семьи. 8 детей, 3 брата и 5 сестер. Родителей не стало за 3 года до свадьбы Тани. Эта потеря была невосполнимой, но семья сплотилась еще больше. Для Саши такие отношения были в новинку. С братом он общался мало, разница в возрасте сказывалась. Тот был на 10 лет старше. Мать с отцом жили далеко, и он выбирался к ним раз в год, чтобы проведать. Никогда в его семье не было таких теплых отношений. Никогда никому в голову не приходило спросить, как настроение. Проблемы каждого были сугубо его проблемами. Никому в голову не приходило предложить помощь. У Тани же в семье подобные вопросы были в порядке вещей. И стоило сказать, что настроение паршивое, что-то неладно, как тут же выдвигался целый десант. Кто-то вез домашний тортик,
Кто-то выбирал и тащил банку с самым вкусным и любимым компотом, а кто-то, приехав, просто обнимал и говорил: «Сестренка, не кисни, я с тобой». Поначалу Саша просто ошалела от количества родственников. Племянники, братья, сестры, их мужья, жены. Даже имена всех он выучил только спустя несколько недель. А уж запомнить, кто кому кем приходится. Но постепенно разобрался и понял, что ему в этой семье тоже хорошо. Приятно, когда тебя ждут на празднике, когда в любой момент придет помощь, стоит только попросить, а иногда и без всякого спроса. И понял, как приятно понимать, что для кого-то ты нужен и важен. Его удивляло, что половины в семьях были подчинены раз и навсегда одному установленному для всех порядку. Своих не бросаем. «А мы просто умеем себе спутников выбирать», — засмеялась Татьяна на его умозаключение. «У нас плохие люди не приживутся. Наталка с первым мужем развелась, единственная из всех. Знаешь почему?» «Почему?» А он ей сказал, что она должна забыть про семью. Теперь ее семья — это он и только. А когда она сказала, что так не сможет, что мы родные много лет, а его она без году неделю знает, поднял на нее руку. Ребята наши тогда ему знатно бока намяли. Наташа ведь беременная Дашкой была, и он об этом знал. Да уж, не мужик. Точно, ни разу. А потом, когда она Славу встретила, так целых 2 года его мурыжила. Боялась, пока старшие братья ей не сказали, что ерундой страдает. Хороший человек, не обидит. А про меня что сказали? Любопытный какой. Снова рассмеялась Таня. Сказали, что годишься, и как честный человек должен на мне жениться, если спас. Прошло несколько лет, и Саша плотно вошел в эту семью, не представляя уже своей жизни по-другому. Дважды он уже был крестным, дважды крестной становилась Таня. Но вот свои дети у них никак не получались. Самая заветная мечта никак не хотела становиться реальностью. Он знал, что у Тани диабет, есть и другие проблемы со здоровьем. Рожать ей было опасно, но они еще надеялись. Ездили в Москву, консультировались у светил медицины. Вердикт был один – нельзя. «Танюша, давай мы на этом остановимся. Я люблю тебя, нам хорошо вместе, а детей на наш век и так хватит». Он качнул коляску, в которой спал Игорек, очередной его крестник. Редкий день обходился без того, чтобы в их доме не звенели детские голоса и смех. Сейчас вот родители Игоря уехали по делам на несколько дней и оставили малыша у Тани с Сашей. Татьяна сложила плед, который висел на ручке коляски, опустила голову и тихо сказала: «А я хочу нашего ребенка, понимаешь?» «Знаю, родная, но что делать, если не дано нам?» Саша обнял тихо заплакавшую жену. Поначалу, сразу после свадьбы, год-два родня еще пошучивала на праздниках, когда же в крестные звать будут. Но потом на эту тему было наложено строгое табу, и никому больше в голову не приходило спросить: «Когда же вы за малышом пойдете?» Жизнь шла своим чередом, росли дети, болели и уходили старшие. Не стало Ольги Николаевны, ушел один из братьев Татьяны. 2 племянников, оставшихся от Ивана, поднимали всей семьей, и вот уже шумит-гремит свадьба старшего племянника, Никиты, которого нянчили в свое время и Саша с Таней. Играли свадьбу в большом родительском доме, где собралась вся семья. На кухне кипела работа, Татьяна резала овощи для мангала, когда один из братьев сунул ей под нос таз с замаринованным мясом. «Танюшка, смотри, какой маринад! Чувствуешь запах?» О да, запах она почувствовала так,
что пулей рванула к выходу. Сестры и невестки переглянулись. Да ладно! Маринка, мать Никиты, вытерла руки о фартук и пошла вслед за Таней. Но как же, нельзя же Танюшке, а возраст, ведь не девочка уже, полтинник через год. Загомонили женщины. Ну-ка, тихо. Елена, старшая из сестер, отложила нож. Думать надо, что делать будем. Где врача взять такого, чтобы справился? Все притихли. Через несколько минут заглянувший в кухню Саша удивленно поднял брови. Ничего себе! А где все-то? На кухне не было никого. Зато через полчаса нашлось минимум 5 врачей, от местных до заграничных. Татьяну привели в порядок и уложили отдыхать в самой прохладной комнате. И через каждые 5 минут кто-то появлялся на пороге с вопросом: «Чего-нибудь хочешь?» В итоге Таня, смеясь, сказала Маринке: «Знала бы, что со мной так носиться будут, сказала бы раньше». «Танюш, а почему молчала? Саша знает?» Таня перестала смеяться и насупилась. «Нет, никто не знает. Я сама ничего не поняла. Думала, просто разладилось что-то. Пошла к врачу, а там сюрприз. Маринка». Таня взяла за руку невестку. «Я боюсь. До жути, до истерики. Не за себя, за него». Она положила руку на живот. «И за Сашку». «Так, ну-ка, успокойся. Ты сейчас должна быть спокойная, как слон. Нет, как 100 слонов. Доносим, родим. Все хорошо будет, слышишь? Ленка тебе такого врача нашла, что еще 10 и выносишь и родишь». «Мне бы хотя бы одного». В комнату зашел Саша, и Марина вышла во двор. Подозвав к себе Лену, она зашепталась с ней о чем-то. Та кивнула, и они двинулись на кухню, чтобы накрыть уже на стол. Как-никак, праздник никто не отменял. На следующий день утром Таня, закончив обниматься с белым другом, который стал ее неизменным спутником последние недели, пошла открывать двери на звонок и удивленно уставилась на старших племянниц. «Привет, девчата! Что случилось?» «Здрасте, тетя Тань! Нас мама прислала. Мы быстро». Светка, старшая дочка Лены, оттарабанила приветствие и шмыгнула мимо Тани. Через 5 минут по всей квартире словно ураган пронесся. Девчонки драили полы, снимали занавески, загружали стирку. Таня в шоке наблюдала за ними. «Что происходит?» «Тетя Таня, вам нельзя волноваться. Вы садитесь, мы скоренько. Я вам чайку сделаю сейчас». Через час девочки ушли, оставив после себя идеально убранную квартиру. А сразу после них на пороге нарисовался Никита. «Привет, Никита! А ты почему здесь? Вы же сегодня уезжаете». «Ага, вечером самолет. Ася чемоданы собирает. Тетя Таня, это мама передала, чтобы ты не готовила. Я побежал». Он поставил на пол сумку и, чмокнув в щеку тетку, помчался вниз по лестнице. За весь оставшийся срок Таня не могла вспомнить хоть один день, когда бы ей пришлось что-то делать по дому. С ней рядом всегда был кто-то из старших, сменяя друг друга, а младшие бегали в магазин и помогали с уборкой. Саша только диву давался. Беременность была тяжелой. Последние месяцы Таня и вовсе провела на сохранении в перинатальном центре. Врачи преувеличенно бодро говорили, что она должна верить, что все будет хорошо. И только Ирина Михайловна, тот самый врач, что взялась вести Татьяну по просьбе Лены, откровенно сказала: «Танюша, ты же все понимаешь. Опасно, сложно, но мы ведь очень постараемся. Я сделаю все, что смогу, но и ты должна мне помочь». «Чем?» «Я хочу, чтобы у тебя в голове сейчас не было ни одной мысли, кроме единственной. Я хочу увидеть своего ребенка.
взять ее на руки, увидеть ее первый зуб, первый шаг, отвезти ее в школу, выдать замуж и понянчить своих внуков. Я могу, и я это сделаю. Ты поняла? Таня кивнула. Она начинала утро с этих слов и твердила их постоянно. Саша, который уезжал из перинатального центра только для того, чтобы поспать и переодеться, как Таня не просила его не торчать все время под окнами, спросил: «Что ты там шаманишь?» «Дочку зову». Александр глянул на жену, потом обнял ее и сказал: «Надеюсь, когда она появится, ее мама будет еще в своем уме». Таня улыбнулась. «А я надеюсь, что ее папе чувство юмора никогда не изменит». В 2 часа ночи у Маринки зазвонил телефон. Началось. Лена коротко выдала информацию и отбила вызов. По всему городу в разных концах зажглись окна. Они ничем не могли помочь, все эти женщины. Они могли только ждать и верить. Верить, что все пройдет хорошо, ведь нельзя иначе. Роды были тяжелыми. Татьяна очнулась от наркоза после операции и первым делом прохрипела: «Дочь». Реанимационная сестра проверила показатели и погладила ее по руке. «Отличная девочка. 3400, 53 сантиметра, 8 по Апгар. Вы молодец. Отдыхайте». Через сутки Таню перевели в палату, и она увидела наконец свою дочку. «Оленька, привет!» Она тихонько погладила по щечке спящего ребенка. В телефоне было больше 200 пропущенных вызовов. Таня разослала всем первое фото дочки и встала, чтобы попить воды. Внезапно в глазах потемнело. Последнее, что она услышала, был щелчок кнопки вызова, который нажала ее соседка и испуганная: «Танечка!». Тромб, уже начавший движение, успели остановить. Через 3 недели перед центром творилось что-то странное. Машины подъезжали одна за другой, толпа с шариками и цветами все росла, и когда на крыльце показались Саша, держащий на руках дочку, и Татьяна, грянуло такое «ура!», что испуганно шарахнулись с неба голуби, а в окнах показались сначала испуганные, а потом, разобравшись, улыбающиеся будущие и ставшие уже ими мамы. Маринка приподняла уголок конверта и, взглянув на кроху, спросила: «Ну что, крестить когда будем?» «Маринка, имей совесть, я еле жива осталась, а ты мне такие вопросы задаешь. Подписать себе приговор, выбирая крестных, я пока не готова». Татьяна засмеялась. «Правильно, и думать тут нечего. Это моя, следующий Ленкин, а дальше как пойдет. Хороших людей должно быть много». Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.